You don't wanna talk about it. You don't wanna talk about it. Ну, с чего можно начать? История началась с того, что к нам пришел необычный человек, клиент с необычным запросом. Нам нужно было собрать компьютер, который идеально впишется в его интерьер. Мы вместе с Димой поехали к нему домой, и мы обратили внимание, что на месте, где будет установлен компьютер, присутствовало очень много элементов из дуба. Мы прикинули пару идей, и практически единогласно мы пришли к мнению, что нужно собирать компьютер на комплектующих от ЕК. Почему? Как раз таки недавно компания ЕК выпустили водоблоки на видеокарты и на процессор из дуба. И к этому всему выпустили фитинги из этого же материала. Для того, чтобы это смотрелось все гармонично, мы выбрали второй цвет черный. Поэтому мы решили собирать в просторном и хорошо продуваемом корпусе от Lian Li. Изначально была идея сделать водяное охлаждение на прямых параллельных трубках из акрила прозрачного цвета. Но когда я прикинул сборку в черновом варианте, понял, что эти трубки сюда не вписываются. Я посоветовался с Димой, и он мне подкинул крутую идею сделать трубки черного матового цвета. Но на этом мы не остановились и пошли еще дальше. Мы покрасили уголки для фитингов, покрасили радиаторы в цвет, подходящий к дубу. Также мы сделали отдельные кастомные провода и установили вентиляторы, подходящие к данному цвету нашей сборки. К этой сборке было 3 требования. Это тихо, красиво и максимально производительно, так как человек любит гейминг. Поэтому мы туда поставили видеокарту NVIDIA RTX 2080 Ti и процессор Intel Core i9-9900KS. Как я говорил ранее, на них мы установили отличные водоблоки от ЕК, чтобы добиться минимальных температур и максимальной производительности. Оперативная память у нас была на 32 гигабайта, 4 плашки по 8, HyperX Fury на 3200 МГц. Под систему мы взяли SSD-диск на M2 на 2 терабайта от фирмы Intel. Установили это все мы в материнскую плату от Asus, а точнее Asus Maximus 11 Formula. Но самое интересное, что данная материнская плата также на водяном охлаждении. И она стала частью нашей системы жидкостного охлаждения. Стоит отметить, что вся эта система, не только водоблоки и фитинги, построена на комплектующих от компании ЕК. Мы практически во всех сборках используем комплектующие от компании ЕК, потому что это красиво, надежно, и на выходе мы получаем максимально низкие температуры. Ну что ж, перейдем к небольшому тесту. Настройки графики во всех играх выше некуда, а тестировать мы их будем на мониторе 3,5К. И первая самая требовательная на сегодня игра — это Red Dead Redemption 2. Мы открыли бенчмарк, и в самой загруженной сцене мы видим такую картину. Видеокарта загружена по полной, но при этом температура держится в районе 50 градусов. Процессор загружен в среднем на 30%, а температура не выше 55 градусов. Средний FPS держится около 60, максимальный 70, с редкими посадками до 57. Та же картина в игре Star Wars Fallen Order, за одним исключением, что средний FPS держится в районе 100. Ну и на закуску игра Metro Exodus. Показатели практически один в один с RDR 2. Средний FPS держится также около 60, максимальный около 75, и все это с редкими просадками до 53. Стоит отметить, что при максимальной нагрузке видеокарта едва ли грелась выше 50 градусов, а процессор был все время нагружен на 30-40%. При этом его температура держалась в районе 55. Это очень хороший результат для такого горячего камня, как 9900KS. Так что никакого тротлинга мы не встретим. Конечно, все это благодаря качественной системе охлаждения, но недостаточно просто правильно проложить трассу. Важно еще и подобрать правильные комплектующие. Так что и здесь отдельный плюс в копилку ЕК. В целом мы остались очень довольны нашей сборкой, а клиент был вообще в восторге. И все это было настолько круто, что мы решили собрать еще один такой же компьютер для нашей демо-зоны. Так что в скором времени он появится и у нас. Приходите к нам, можете погонять на любом крутом железе, потестить любой монитор, чай, печеньки, кока-кола, лайк, подписка и пока. Надо было это сделать, да? Ладно.